Можно ли сказать, что парадокс является своеобразным знаком перехода, принятия парадокса, и как бы является ли это какой-то, так скажем, барьером, но не преодолимым барьером, является ли каким-то знаком перехода? На новый уровень. Ну, на уровень понимания, естественно, не эго перехода, а на уровень понимания, а не собственно. We say that when we can accept paradox, that this is a sign that we have sort of crossed sort of a barrier to a new level of understanding. Yes. Да? Можно ли сказать, что концепция меняет ландшафт? Как бы, что зритель взглядом меняет ландшафт? Can we say that the concept changes the landscape, or that he who sees changes the landscape? Yes. Is part. What? Yes, we could say it that way if you like. Да, мы можем это сказать так, если вы хотите. I probably would say it that way. Я лично, наверное, бы сказала. Можно ли сказать, что это близко к концепции как бы недеяния, когда ты только как бы своим присутствием и без желания что-то менять трансформируешь ландшафт, потому что как бы без желания его трансформировать. Является ли это как бы достаточно легкой, экологичной формой естественного взаимодействия с ландшафтом? Can you say that this is close to the concept of non-doing, when the fact that you are there, you by just your own presence, you change the landscape because you don't have a desire to change anything? Can you say that this is a sort of ecological form of We could say all that, but I probably wouldn't. Мы можем все это сказать, но я бы, наверное, так не сказал. I would probably say myself that our seeing is what creates the landscape. Я бы, наверное, сказала, что наше видение создает ландшафт. And so the landscape appears to each of us differently. И поэтому ландшафт каждому из нас кажется другим. And so our perceptions itself Само наше восприятие are responsible for what the landscape is. ответственно за то, каким является ландшафт. And that's what the mystics have been saying for a long time. И мистики это говорили уже давно. Interestingly, recently the physicists have come on board with this. И интересно, что недавно и физики тоже стали с этим соглашаться. And basically, what the physicists have determined is that what something is dependent upon what is measuring it. И физики выяснили, что то, чем что-то является, зависит от того, что его измеряет. So they experimented with particles and waves. Они экспериментировали с частицами и волнами. They say, okay, what is this thing? И спрашивали, что это такое? Is this thing a particle or a wave? Является ли вот это частицей или волной? And what they came to was that what it is depends on what is measuring it. И они пришли к выводу, что это зависит от того, что измеряет. Which is to say that nothing has any independent existence. Иными словами, что ничто не имеет какого-то независимого существования. And that's why I don't say that something is transformed by the perception. Поэтому я не говорю, что что-то трансформируется нашим восприятием. But is actually established or created by its perception. Я говорю, что все именно не трансформируется, а создается нашим восприятием. Тогда можно это как-то увязать с верой человека, верой или ожиданием? Если какой у него вера или ожидание, соответственно, как он и получает от мира, соответственно. And can we connect this to a person's faith? Like, can we say that what a person
Lots of people say that. Многие так говорят. I have been unable to find any independent collaboration of that. I mean, proof. Мне не удалось найти подтверждение или доказательство этому. Порой в жизни случаются вещи, когда ты, так сказать, своим усилием воли, что ли, вызываешь ответную реакцию мира и что-то получаешь. Например, что желаешь. Sometimes there are cases in which you can use your willpower to make something happen in the world, like you got it, something did something and you got it. The key word there is sometimes. Ключевое слово иногда. The fact that it is sometimes is the key. Тут именно слово иногда, то, что это случается именно иногда. If it was a power that you had, Если бы все дело было в некой силе, которая есть у вас, it would work all the time. это срабатывало бы все время. If it was willpower, Если бы все дело было в силе воли, that which you willed would become a reality. то тогда всегда было бы, что то, что вы хотите, становилось бы реальностью. But you know from your own experience Но вы знаете по своему собственному, that sometimes что иногда that which you will comes, вы используете силу воли и иногда получаете, and sometimes it does not. а иногда не получаете то, что хотите. That means that something else is responsible. Это значит, что что-то другое за это ответственно. And this is what we're pointing. И именно на это мы и указываем. Я бы это имел в виду, что что-то мудрое, там, как бы, глубоко, то, что чем мы действительно являемся, скорее всего, ответственны за все наши обстоятельства, так или иначе. That's what I meant, that something very wise inside is really responsible for all our circumstances. Yeah. Something, whether we call it wise or not, Что-то, назовем мы его мудрым или нет, but something is responsible for all of our circumstances. что-то отвечает за все наши обстоятельства. And the teaching is pointing you to uncover what that is. И учение указывает вам, чтобы вы посмотрели и узнали, что это такое. And what your relationship to that is. И каково ваше отношение с этим. So it is quite a journey of discovery. То есть это такой путь открытий. Скажите, в вашей системе ценностей как бы совесть, понятие совесть как бы занимает какое место, и возможно ли это как бы перевести адекватно на английский, я не знаю, но как бы именно имеется в виду совесть как, возможно, это ответственное пространство, или можно ли так его назвать, как соединение со всем сущим. In your system of values, what place does conscience, having a conscience, hold, and how is it connected to this You're going to have to, you know what? The problem with this particular question is in the word conscience. Проблема вот с этим вопросом в слове совесть. And we can spend a lot of time defining what this conscience is. И мы можем долго говорить о том, как нам определить слово совесть. What I can tell you is that I operate according to principles much bigger than my own values. Я могу сказать про себя, что я действую согласно с принципами, которые гораздо больше, чем мои собственные ценности. Which means Что значит, my values do not cause my actions. что мои ценности не вызывают мои действия. If they did, I would act beautifully all the time. Потому что если бы вызывали, я бы всегда вел себя просто прекрасно. Meaning I would act according to my own values.
То есть я бы действовала согласно собственным ценностям. And I promise you that is not the case. Но уверяю вас, что все обстоит вовсе не так. I often behave in ways that I do not feel are good. Я часто веду себя таким образом, что я сама вижу, что это нехорошо. And if you look in your own experience, you may find the same is true. И если вы посмотрите на ваш собственный опыт, то, возможно, вы увидите то же самое. So this opens the door to look at what is responsible for our actions. И это позволяет нам еще раз посмотреть на то, что же ответственно за наши действия. What makes us do what we do? Что заставляет нас делать то, что мы делаем? Можно ли тогда сказать, что возможное является реальностью? Возможность. Такая же реальность, как то, что еще не настало, является так же реальным, как то, что уже есть. So can we say that a possibility is already reality? That the possibility is just as real as something which is already happened? We can say that. Мы можем так сказать. I'm comfortable saying just about anything. Мне совершенно комфортно все что угодно говорить. Because my understanding is that nothing we say is the truth. Потому что мое понимание таково, что все, что мы говорим, не является истиной. The only reason I say any of this Единственная причина, по которой я вообще что-либо говорю из всего этого, is to point to a truth. это для того, чтобы указать на истину. And none of the pointers themselves are the truth. А сами указатели не являются истиной. So it really doesn't matter to me. Поэтому мне на самом деле без разницы. My value is in how effective a particular pointer turns out to be. Мне важно в том, насколько полезным окажется тот или иной указатель. Nothing more. Вот и все. Получается, мы можем расслабиться относительно качества наших действий в какой-то мере, потому что они просто не успевают за нашими системами ценностей. То есть они отстают. So we can just sort of like relax and realize that our actions are sort of like they're lagging behind our value system, so they happen first. Our actions happen first. Наши действия происходят. We then tell a story about the action. Сначала происходит действие, а потом мы рассказываем какую-то историю об этом действии. And one of the stories that is told И одна из историй, которую часто рассказывают, is that I am the source of the action. это то, что я являюсь источником этого действия. That is what we call responsibility for the action. Это то, что мы называем ответственность за это действие. That I make it happen. Что я заставляю это происходить. And it is from this that suffering arises. И из этого возникает страдание. And that is why in this teaching we point there. И поэтому в этом учении мы туда указываем. Because when you see past this, Потому что когда видишь за пределы этого, your suffering begins to reduce страдание начинает уменьшаться. automatically. Автоматически. Как вы относитесь к такой концепции, которую сейчас очень часто цитируете, что те качества людей, которые нас больше всего раздражают, они есть в нас. То есть люди как бы зеркально нас отражают, показывают наши недостатки, над которыми нам надо еще работать. What is your attitude to the concept right now that responsibility to a person is something that you have yourself, and something other people are mirrors which show the results, and which you should be working on in yourself? Well, right up until the last
point, that is my experience as well. Ну вот я согласен до последней. Я с последним тоже согласна, потому что мы все правы и недостатков у нас нет. Это я тоже согласна. The last point I also don't quite agree with because we are all right and none of us have any faults. Okay? Хорошо. Они все-таки как бы зеркалят наши... Почему они нас вот раздражают или еще что-нибудь? Do other people mirror us? Why do they imitate us? I don't know why the universe is this way. Не знаю, почему Вселенная устроена именно так. I do know that some people irritate me. Я знаю, что некоторые люди меня раздражают. And often, those characteristics that I find most irritating are the ones I have in myself. И часто те качества, которые я нахожу самыми раздражающими, это как раз те качества, которые есть у меня самого. Why this is, I have no idea. А почему так, я понятия не имею. But I can observe it. Но я это наблюдаю. То есть есть такая правда в этой концепции все-таки есть. So there is truth in this concept. I don't know whether it's true or not. I simply observe it Я не знаю, истина она или нет, я просто наблюдаю. to be a pattern with sufficient repetition to be useful for me. Что это некий паттерн, который повторяется достаточно часто для того, чтобы быть мне полезным. I would stop short of calling it true. Но я бы все-таки, возможно, не называл это истиной. Вот есть близкие, например, мне люди, которые употребляют алкоголь. И близкие люди, которые ссорятся постоянно между собой. Я как бы знаю, что это вся Вселенная, но умом понимаю, что вся Вселенная через них это все делает. И тем не менее, моя реакция, она же во мне, я ее чувствую, что я там на тех злюсь, тем пытаюсь как-то помочь. Ну и вопрос, как обычно, что делать? There happen to be some people who fight among themselves, or some people who drink, and well, I understand that this is like the way that they function, but still I try to help one of them. I get irritated at the others. So the question, as always, is what to do about this. For me, it isn't I have no suggestions for what you should do. С моей стороны, я не могу дать каких-то советов о том, что вам делать. I will point you to what you do. Я бы указал вам на то, что вы делаете уже. So, in some cases, you're irritated. В каких-то одних случаях вы раздражаетесь, In some cases, you're helpful. в других случаях вы помогаете людям. And to recognize what it is that makes you do what you do. Я побудила вас посмотреть на то, что же заставляет вас делать то, что вы делаете. With that understanding, the sense of should do diminishes. И когда есть это понимание, то вот это вот чувство того, что я должен быть, вести себя определенным образом, уменьшается. The sense of what I should do is always linked to this false sense of authorship. Это чувство того, что я должен что-то делать, оно всегда связано с ложным чувством авторства. What it gets replaced with is a kind of curiosity about what you will do. И тогда на место чувства ложного авторства приходит любопытство относительно того, что же мы сделаем дальше. I wonder what I will do next time. Мне интересно, что я в следующий раз сделаю. I wonder how I will react. Интересно, как отреагирую. We'll see. Посмотрим. Значит ли это, что надо реагировать не думая? Does that mean that we have to react without thinking? No, the thinking often comes before reacting. Нет, часто думание
происходит перед реакцией. But the understanding is whether the acting follows the thinking or not is not in your control. Но понимание состоит в том, что и реакция, и думание, они не в вашем контроле. И что идет вверх, не вы это контролируете. You never know what the impact of the thinking is going to be on the subsequent reaction. И вы никогда, и вы не знаете, какой эффект думания будет иметь на последующую реакцию. And you know this from your experience. И вы это знаете из вашего собственного опыта. You say, okay, if this happens, I'm going to do this, this, and this. Вы говорите, хорошо, вот если вот это произойдет, то я сделаю вот это, и еще это. You have a very well thought out plan. У вас есть один очень хорошо продуманный план. A great idea based on thinking about it a lot. Замечательная идея, очень хорошо продуманная. And then the moment comes, И тут наступает этот момент, and you react totally differently. и вы реагируете совершенно иначе. Sometimes that happens, yeah. Иногда так происходит. Sometimes not. А иногда нет. Exactly. So there is really great freedom and spaciousness in this sometimes. И в этом вот иногда, на самом деле, кроется очень большая свобода и очень много пространства. Вот у меня когда-то был опыт, я стараюсь не придавать ему большого значения, но у меня остались некоторые концептуальные воспоминания о нем. И у меня как бы вот в связи с этими воспоминаниями со мной как бы возник такой вопрос, с которым я живу. Вот в тот момент, я помню, когда было ощущение, что вот центр, который был в теле, он, вот этот фокус внимания сместился на, как бы, на все остальное, и как бы земля ушла из-под ног. Вот, да, и возник страх, что вот как можно жить без этого центра, без опоры. И вот у меня вопрос, как можно либо преодолеть этот страх, было в тот момент, либо вообще, вот как можно жить без центра, то есть вот раньше был в теле этот центр, потом он как бы исчез просто. И в тот момент мне было комфортно именно, было чувство, я хочу вернуться к привычному состоянию, как бы вот как я отождествлен с телом, и чтобы просто страх этот ушел. So, the center that I know exactly what you were talking about. Я знаю точно, о чем вы говорите. That experience that you had Этот опыт, который у вас был, это переживание, is what I was referring to earlier это то, о чем я говорил ранее, as being the spaciousness that comes as a result of the contraction. Это вот именно это расширение, которое происходит как результат сжатия. The contraction is as a separate, independent me.
Сжатие или сужение – это вот это состояние отдельного независимого «я». And what makes this sense of the separate, independent me is the involvement in the me by the false sense of authorship. И что создает это чувство отделенности, это вовлеченность в это состояние ложного чувства авторства. When there is this expansion, А когда происходит это расширение, there is an absence of the me происходит отсутствие «я», that gets claimed by the false sense of authorship. отсутствие того «я», которое захватывается ложным чувством авторства. And you are right. This is not a functional state. И вы правы, это не функциональное состояние. One cannot function there. Невозможно в нем функционировать. Then the contraction occurs again. А затем опять происходит сужение, There is a memory of this expanded unity, и остается воспоминание этого вот расширенного целостного состояния. that felt completely true, И воспоминание о том чувстве, которое его сопровождало, что вот это абсолютно истинно. and then there is all of the questions about how do I get back to that state, how do I stay in that state, И etc. затем приходят все эти вопросы о том, как можно было бы остаться в этом состоянии, как мне вернуться в то состояние. In this teaching, the focus is back on that which contracts the me into something close that needs to expand. В этом учении мы фокусируемся на том, что же сужает это «я», что делает его таким маленьким, что ему нужно будет потом опять расширяться. For the sage, there is a me. Для мудреца существует «я», There is a point of reference, существует некая точка отсчета, such that if someone called Ramana Maharshi, the great sage of India's name, например, если кто-то звал по имени Раману Махарши, великого мудреца, Ramana, кто-то, например, крикнул бы ему «Рамана», there was identification as in that body as Ramana. он идентифицировал себя, находясь в этом теле, с этим именем. Such that that body reacted, responded. Это тело реагировало. But what is absent in that body Но в этом теле is the sense that this me was separate and independent of everything. Но в этом теле отсутствовало ощущение того, что это «я» было отдельным и независимым от всего остального. And so in the sage there is both identity Поэтому у мудреца есть и личность, and unity. и целостность. Because the sage's identity is not separate from the unity. Потому что личность, идентичность мудреца неотделима от целостности. The sage's identity is simply an aspect of the unity. Личность мудреца является всего лишь аспектом единства. Продолжение того вопроса. Можно ли так сказать, что в основе этого ложного авторства лежит всего лишь
ну, для датизайна всего лишь мысль. Я автор. Can we say that what lies at the very core of the concept of authorship is the thought that I'm author? No. Yes. And this is why I call it the false sense of authorship И именно поэтому я и называю его ложным чувством, rather than the false idea of authorship. а не ложной идеей авторства. Because you can quickly look at this authorship and recognize that it's false, that it's crazy. Потому что можно быстро рассмотреть это авторство и увидеть, что оно совершенно ложно, что это вообще безумие. So you can truly be free of the idea that I am the author. То есть можно очень быстро освободиться от идеи того, что вы автор. And still have the sense А это чувство у вас все равно будет. that arises. Это чувство все равно будет возникать. I shouldn't have done that. Я не должен был так поступать. And you feel guilty, И вы чувствуете чувство вины. even though you know I can't possibly be the author. Хотя вы головой понимаете, что я не могу быть автором. But the sense of authorship is there. Но чувство